Человек, который хоть и маленький, хоть и ребенком был, это осталось на всю оставшуюся жизнь воспоминания и страх. Страх потерять себя, страх потерять своих близких и страх перед ужасами. А это бомбежка, это стрельба, это пожары, это кошмар. Начало войны мне запомнилось. Я родилась и жила в Ростове. И в этот день шел фильм «Волга-Волга». Кино было расположено на улице Энгельса, недалеко от кинотеатра. Через дом находился госпиталь для офицеров. Он был как лечебное учреждение. Начался сеанс, мы все прекрасно смотрели этот фильм. И когда дошло до кадров, когда на палубе гроза вокруг, и на корабле у певицы вылетают все написанные песни, листочки со словами. Гроза, шум, раздается гром, и в это время раздается гром в зале, и нас отбрасывает всех под скамейки сидений. То есть попала бомба, как я потом уже узнала, в госпиталь. Нас, тот, кто привел в кино, всех вывели потихонечку в вестибюль. В вестибюле было полно народу, и навстречу мне бежала моя мама, вся в крови, и правая рука у нее болталась. Я, увидев ее в таком состоянии, стала бежать от нее. Потом меня остановили, и, в принципе, я поняла, что мама ранена. Когда закончилась бомбежка, маму забрали в больницу на операцию, а я сутки после этого проспала. Мы поехали в Сальск, там стояла папина часть. И вот в части концерт был, и я выступала там. И после концерта начальник части вручил мне полмешка муки. И это был, наверное, предел для взрослых, потому что уже в Ростове начинался голод. Через некоторое время в Сальске, при боях под Сальском, папа погибает. Как было, что было принято, какое решение, я не знаю, но мама, тетя и я, нас забрали в часть. И мы дошли с этой частью, мама и тетя были переводчиками, и мы дошли до самой Австрии, до Вены. День Победы, я помню, это все проснулись ночью, кричали, я ничего не могла понять, я вскочила в страхе, думаю, да, и стреляли же кругом. Я думаю, ну все, что-то случилось. Я скорее, ни мамы, ни тети нет, я выскочила их искать. И только тогда я поняла, что люди обнимаются, военные, слезы на глазах, плачут и кричат «Победа!».